Турбулентность — это жизнь. Преодолеть жизнь нельзя, и остановить ее нельзя. И проблема власти заключается в том, чтобы осознать, что жизнь в условиях турбулентности — это абсолютно нормальный политический процесс в 21 веке. Турбулентности нет только в Северной Корее, но превращаться в Северную Корею, насколько я понимаю, 140 миллионов граждан России не хотят, и руководство России тоже таких планов не лелеет. Поэтому нестабильность, турбулентность, неопределенность — это абсолютно нормальное состояние современного мира. Может, оно и неприятное, безусловно, но, тем не менее, глобальное потепление тоже, может, неприятное, но это факт. Это первое. Второе. У нас, к сожалению, игнорируется один невероятно важный фактор. Я никак не могу понять, почему ему не придают никакого значения. Этот факт называется легитимность. Путин — легитимный президент России и будет таковым до 2018 года. Его рейтинг может быть равен нулю, как был равен нулю рейтинг абсолютно легитимного президента России Ельцина. И от этого больной, старый, с 5 инфарктами, ненавистный всей стране, пьющий, неадекватный, какой хотите, Борис Николаевич Ельцин ни на одну секунду не переставал быть легитимным президентом. И власть его была 100% легитимна, и никто на нее не покушался. Пытались там сделать что-то вроде импичмента, и все это сразу захлебнулось. Поэтому проблемы отнять власть у Путина просто не существует в природе. Такой физической возможности нет, потому что Россия сверхлегитимная страна. То есть граждане России, в сущности, невероятное значение придают легитимности. И это понятно. 2 раза в 20 веке они имели удовольствие ломать легитимную власть, и оба раза они остались очень недовольны. Поэтому против легитимной власти в России сегодня, даже формально, не рискует выступить никто. Проблемы отнятия власти или слома власти вообще не существует в принципе в природе. Есть другая проблема. Как власти научиться жить в условиях, когда ее рейтинг падает? Он падает, и он будет падать, и это совершенно неизбежно по 2 причинам. Первое. Экономический кризис никуда не делся и никуда не денется. Он идет во всем мире, он идет у нас. Можно долго спорить, где он легче, где он тяжелее. Я согласен, что в Европе он тяжелее. Там безработица среди молодежи 25%. Посмотрел бы я на Москву, если бы у нас была такая штука. И там на улице выходят сотни тысяч, миллионы людей. И у нас могут выходить сотни тысяч, миллионы. И это абсолютно не означает никакой угрозы для существующей власти. Против президента Буша выходили миллионные демонстрации. Он был и оставался до последней секунды абсолютно легитимным президентом Соединенных Штатов. Так вот, психологически осознать для власти, что жить можно, и править можно, и руководить можно в условиях падающей популярности, это очень важный момент, психологически важный, его придется осознавать, никуда не денутся. Это первый момент. С этим связан и второй момент, тоже важный, что, значит, у нас, к сожалению, сейчас очень низкая энергетика общества. Оппозиции не существует, всем на нее плевать, это клоунада, это союз меча и орала, точно. Но ведь и поддержка власти, это массовая многомиллионная поддержка, реальная. Я отбрасываю даже там какие-то административные ресурсы, фальсификации, туда-сюда, все равно. Очевидно, что за власть голосуют десятки миллионов людей. Но они голосуют без всякого энтузиазма. Той любви, значит, той надежды, той веры и так далее, которые были, действительно реально были 12 лет назад, их нет. Их бы по-любому не было. 12 лет — это просто очень долго. Тем более народ у нас испортился, потому что слишком быстро росла экономика, слишком быстро рос уровень жизни. Такого роста обеспечить дальше никто не может. Если бы на месте Путина была комбинация из Ленина, Наполеона, Александра Македонского и Вашингтона, и еще любимого им Ганди, то все равно нельзя сейчас обеспечить тот уровень жизни, к которому люди привыкли, и которого они инстинктивно ждут. Это просто невозможно. Таким образом, как в силу кризиса, так в силу длительности пребывания Путина у власти, рейтинг неизбежно будет падать. Никакой трагедии в этом нет. Никакой проблемы в этом, вообще говоря, нет. Но просто власть по этому поводу не должна нервничать, а должна приучаться руководить, опираясь не на свой рейтинг, а на институты, которые, конечно, надо развивать. Вообще легитимность президента не есть функция от его популярности.
Слава богу. Потому что если бы это было так, то президенты менялись бы во всех странах раз в неделю, и жить было бы вообще невозможно. Основная проблема для действующей власти — это поменьше думать о союзе Меча, Орала, Собчак и Навального, а побольше думать о том, как противостоять реальной проблеме. Реальная проблема внутри самой власти, а именно править, опираясь не на любовь и рейтинги, а опираясь на усиленное развитие институтов, как административных, которые у нас очень не развиты, так и институтов того же самого гражданского общества, которое вообще существует в довольно фантастическом зародышевом виде. На протяжении всего периода с момента возвращения Путина большое количество людей, в экспертном сообществе в том числе, задавались вопросом, почему с момента интронизации так и не появилась, не была предложена обществу ни одна грант-идея. Мы помним, что с нулевого года мы жили под сенью грант-идей. Они менялись, они были более или менее грандовые. У нас были и стабилизации, у нас были модернизации, у нас были удвоения, утроения и так далее бюджета. То есть, но мы всегда жили под сенью определенной, предложенной верховной властью грант-идеи. Причем она предлагалась достаточно скоро после установления власти. Эта самая грант-идея — это ведь не просто разговоры и не средство как раз возбудить эти зоны у масс, а это еще очень эффективный инструмент управления обществом, потому что если грант-идея предложена верховным правителем страны, то по всей вертикали начинают так или иначе с большим или меньшим успехом пытаться реализовать эту самую грант-идею. Это заставляет, это будоражит вертикаль, заставляет ее шевелиться быстрее, а может быть даже и полезнее. Эта грант-идея предложена до сих пор не была. Я не исключаю, что она будет предложена в послании Федеральному собранию. И в свете последних событий я бы даже рискнул выдвинуть прогноз, что это будет за грант-идея, хотя она звучит очень банально. Это грант-идея эффективного государства. Но совсем по-другому эффективного, чем это говорилось раньше. Потому что одним из признаков эффективного государства является минимальный уровень коррупции. Потому что чем он выше, тем государство менее эффективно. Я бы даже сказал, что это может быть не только эффективно, но еще такого своего рода народное государство. И в этом смысле кампания по борьбе с коррупцией, которая все больше и больше начинает напоминать серьезную работу, а не просто кампанию, возможно, она имеет значение как бы предисловия к выдвижению этой грант-идеи. Кстати, если борьба с коррупцией станет хоть немного успешнее, чем и сейчас, это неизбежно приведет к обновлению бюрократического сообщества. И при этом, как ни странно, начнут открываться те социальные лифты, которые, как известно, были наглухо закрыты в последние несколько лет, что тоже стало одной из причин выхода людей на улицу. И еще два замечания у меня коротких. Что касается того, является ли проблемой для власти когорта несистемных оппозиционеров, Навальный, Удальцов и все остальные, конечно же нет, поскольку власть работает все-таки в формате долгих стратегий, а эти персонажи пока не обладают достаточным весом для того, чтобы в долгую стратегию попасть. Разумеется, это вопросы тактики и эпизода, за одним исключением. Любой человек, почти любой, а тем более, как Матиас Руст, например, а тем более человек, который является проектом, может стать проблемой для власти, но только в одной точке пересечения. Эта точка пересечения – это насилие. Если несистемная оппозиция готова, то есть готовность несистемной оппозиции на провокацию насилия, либо вынужденность власти применять насилие по отношению к оппозиции, это проблема для власти всегда была, всегда будет. И все цветные революции нам об этом говорят. То есть неготовность к насилию со стороны власти приводит к свержению власти, а готовность приводит к тому, что эта власть свергается позже. Во всяком случае, в этой точке пересечения, где возможно насилие, да, эти персонажи являются для власти проблемой, безусловно.
оппозиция осталась на уровне некой элитарной тусовки, которая время от времени собирается, обсуждает, как у нас все плохо, и на этом все заканчивается. То есть нет предложений каких-либо по решению проблем. Вот пока оппозиция идет по белорусскому пути, да, по пути вот этой элитарной тусовки, российской власти опасаться нечего. Сохранится ли нынешний уровень турбулентности? Будет ли Россию трясти так же, как Европу, Соединенные Штаты, да, в условиях мирового кризиса или нет? Это не важно. Вот пока у элиты нет каких-либо коммуникаций с основной частью общества, с той Россией, которая на самом деле находится далеко за пределами Московской кольцевой автодороги, российская власть может спать спокойно.